Всем привет, дорогие друзья! В моем уже третьем очередном видео из последней поездки во Львов. А сегодняшнее видео я посвящаю самой элегантной и красивой когда-то улице во Львове, улице Академической. И расскажу вам, покажу прежде всего, как она сейчас выглядит, и расскажу ее историю и то, чем она прославилась. Те люди, которые выехали со Львова и жили раньше, только при воспоминании улицы Академической, наверное, будут вздыхать и вспоминать, как это было. Итак, сейчас мы на улице Щербакова, и тот дом, который вы видите за забором на возвышении слева, вот я сейчас его показываю, эти окна, это здание бывшей Львовской академии, которая была предшественником известнейшего Львовского университета. А раньше вот оно местилось здесь по соседству с костелом Святого Николая. Эту улицу вы еще можете помнить по знаменитому фильму «Д'Артаньян и три мушкетера». Вот эта стена, которая здесь, она не раз появлялась в фильме. Вот этот костел, в нем некогда служил священник Гораздовский, Зигмунд Гораздовский, которого сейчас вынесли уже несколько лет как на алтари, и он уже считается святым католической церкви. Вот перед вами это академия, Львовская академия, и вот здесь на углу уже, мы сейчас сюда зайдем, начинается улица Академическая. Как раз от этой академии берется название, почему называется улица Академическая. И люди, которые живут давно во Львове, ну как давно, коренные львовяне с деда и прадеда, они будут также называть эту улицу Академическая. Вот. Впоследствии она поменяла название, и сейчас она называется проспект Шевченко. Вот. Но, как я уже говорю, все равно старые верные львовяне все время говорили академическая. А люди, которые уже приезжали во Львов жить позже, называли его так, как было на табличках. Проспект Шевченко. Вот этот банк, или там, кажется, это банк построили на пустом месте, но немножко его, так как сказать, уже вписали в весь антураж, который на этой улице присутствует. Неплохо получилось. Вот. И здесь вы видите памятник Грушевскому. Раньше в этом месте, так как назвали проспект Шевченко, был портрет из живых цветов Шевченко, изображающий Шевченко, но в польские времена здесь был памятник польскому драматургу и писателю Фредра, который сейчас находится на главном рынке в городе Вроцлав. Он тоже сидел, памятник был похож, потому что тоже в позиции такой сидячей находится. Вот, так что, а напротив этого памятника до сих пор вот там в переулочке находится улица Фредра. А мы с вами уже идем по знаменитой улице Академической. Вот здесь сбоку раньше была аптека. Посмотрите внимательно. Вот вход в аптеку еще оставили. Вот эти красивые двери, слава богу, не уничтожили. Но написано аптека, а там находится банк. И теперь мы с вами возвращаемся уже к истории улицы Академической, потому что была она очень красивая раньше, и ее аналогов в целой Польше не было по такому элегантному виду и тому, что здесь находилось. Те старые львовяне называли это место Львовске Корсо, то есть такая самая элегантная прогулочная трасса города. Здесь находились самые дорогие элегантные магазины и одежды, и кофейни, и разные магазинчики. Все здесь было очень и очень на высоком уровне. В конце этой улицы находится самый элегантный отель города Джордж, он так и называется сейчас, Жорж. В советское время это был тоже отель, но назывался он Интурист. И на первом этаже этого отеля находилась кофейня, ресторан,
И также все время там есть и кофейня, и ресторан присутствует. И в советское время тоже там был ресторан. Но что характерно, раньше в этой кофейне собиралась такая очень элегантная и достойная публика. Все были очень красиво одеты, как сказать, с иголочки. И даже во Львове была такая традиция, некоторые имели, например, офицеры Львовского округа, ну того еще старого польского, имели даже зарезервированные столики, и каждый день после обеда, там, например, часов в 5 имели обычай пить кофе как раз в этом ресторане. Так что люди имели некоторые даже зарезервированные столики, у них это был как бы пункт дня прийти сюда попить кофе в определенное время. То есть там собирался высший свет львовского общества. Где-то я читала мельком даже, что в этом отеле Жорж, ну, конечно же, люди, которые, известные люди, которые проезжали через Львов, конечно же, останавливались в этом отеле, потому что он был самый элегантный. Но где-то у меня, и можно бы было, наверное, очень много привести примеров, кто там останавливался, но так как моя дочка играет в шахматы, я иногда просматривала литературу шахматную, и вот когда-то вычитала, что такой известный шахматист, как Алехин, тоже проезжал, когда-то был во Львове и останавливался как раз в этой гостинице, и даже там с кем-то какой-то турнир был, с кем-то играл. Вот сейчас видите справа, вот написано «Пузата хата», это такая столовая. Вот я уже не раз показывала, здесь и раньше была цукерня Залевских, то есть очень элегантная и очень известная кондитерская во Львове. Ну вот теперь зайду, покажу вам, как это выглядит. Сделали столовую, а был очень шикарный магазин. И дальше в подвальчике там можно было зайти, там был бар с горячим шоколадом. Вот. Но сейчас эту историю уже закрыли. Такие, видно, заведения современному Львову не нужны. А это была бы неплохая визитная карточка. Я лично считаю, что такие заведения нельзя вычеркивать из списка таких привлекательных моментов, потому что это было историческое место, описанное во многих путеводителях старых. Вот, писали об этой кондитерской в газетах, в журналах. Она была очень и очень известная. Вот, так что, ну, это ошибка, потому что сейчас, например, закрывают известные аптеки, известные места и переделывают на какие-то вот банки, на какие-то другие, на какие-то кафешки, а там, где она была и такая известная, вот взяли и закрыли. Даже в советское время в этом магазине, как сказать, в этом месте была не кондитерская, но был фирменный магазин фабрики «Свиточ». Там продавали сладости. Вот известный во Львове некогда гастроном Сквозняк, вот что от него осталось. Вот часть переделали на какие-то там магазинчики, часть еще стоит нетронутая. Кто ездил во Львов раньше, тот помнит знаменитый Сквозняк. Был огромный магазин, с одной стороны входил, с другой стороны выходил. Его так в народе называли Сквозняк. А мы потихоньку приближаемся с вами к началу улицы Академической. Так получилось, что мы наш обзор сегодня начали с ее конца. Но, с другой стороны, мы начали с причины, почему она так называлась, потому что Академия как раз находилась в том месте, о котором я вам показывала. А мы с вами вышли к знаменитому отелю Жорж. Вот он сейчас с левой стороны. И внизу, так как я вам и говорила, находится ресторан. Летом выставляют столики, сверху гостиница. И здесь находится этот знаменитый ресторанчик. Вот всегда здесь много туристов, он очень популярный. И мы выходим с вами уже в сам центр города. Видите, уже даже здесь сделали внизу какие-то магазинчики, все-таки переделывают также помещение. Вот центральная площадь, памятник Мицкевича в центре города.
И вот сейчас вам покажу отель Жорж с фронта. Вот он. И отсюда можно пройти до конца улицы Академической. Надеюсь, вам было интересно, друзья мои. Еще будут видео со Львова, поэтому подписывайтесь, следите, ставьте лайки. Пока-пока.